Гель с бета-эффектом из серии «Интенсив». Как видно из названия, в составе ботулиноподобный пептид, миорелаксант, который расслабляет мимические мышцы. Каким образом работают пептиды миорелаксанты? Разумеется, с поверхности кожи в мышцу не может проникнуть ни одно активное вещество. Задача пептидов миорелаксантов, таких как аргирелин, как в данном геле, или аналогичных ему пептидов синейку, люфасилу и так далее, проникнуть в эпидермис. Это для них вполне реально. Да. И в эпидермисе у нас находится нервное окончание, которым молекула данного пептида подходит как ключ к замку, и она занимает место сигнального пептида эндогенного, который идет к нервному окончанию, чтобы сообщить ему задание сократить мышцы. Туда встает пептид миорелаксант, аргирелин на это место. Этот механизм называется конкурентное ингибирование белков. И таким образом у нас нарушается вот эта связь, то есть не работает эта сигнальная система. Пептиду эндогенному встать некуда, его место занято. И таким образом у нас мимика привычная, когда мы, не контролируя себя, пытаемся нахмуриться или там как-то сощуриться, она становится менее выраженной. Понятно, что заблокировать совсем, как инъекционный ботулинотоксин, мышечное сокращение мы не можем, но мы можем значительно снизить выраженность этой мимики. Таким образом, у нас существующие морщинки будут глубину свою уменьшать, да, то есть они не будут усугубляться. И, естественно, это является профилактикой появления новых мимических морщин. Кроме того, пептиды миорелаксанты активно используются для пролонгирования эффекта инъекционного ботулинотоксина, препаратов типа ботокс, диспорт, ксиамин и так далее. Когда мы со 2-3 месяца после инъекции ботулинотоксина назначаем пептиды миорелаксанты в регулярный домашний уход для применения утром и вечером, для того, чтобы у нас эффект от ботокса, того же самого, как говорят, простоял не полгода, а, например, 8 месяцев или год, бывает у некоторых даже дольше. Гель с бета-эффектом содержит 5% аргирелина. Помимо всего прочего, он содержит, это классический гель, такой достаточно плотненький. Вот, он содержит еще эластин в составе, гиалуроновую кислоту, сок алоэ вера. И является оптимальным препаратом, содержащим пептид миорелаксант для форезов, то есть для аппаратных методик. Можно, конечно, его применять и в домашнем уходе. 5% аргирелина – это очень хорошая рабочая концентрация его. В отличие от многих препаратов, которые можно встретить на рынке, в которых аргирелин, например, находится в концентрации 1-2% и совершенно не работает. Да? То есть это так называемая маркетинговая концентрация. А для пептидов, особенно миорелаксантов, очень важна рабочая концентрация, в которой они работают. Еще важный нюанс – это применять этот гель, не сочетать его с кислыми какими-то препаратами в одном, как говорится, комплексе, потому что пептиды миорелаксанты очень чувствительны к pH. То есть если pH ниже 4, они уже могут не работать, инактивироваться. Поэтому, например, если мы делаем процедуру с использованием бета-геля, например, на области с мимическими морщинами наносим, делаем аппаратную процедуру, мы никогда не будем использовать в поверхностном очищении, в подготовке кожи, например, тоник с АХ-кислотами или какое-то кислое средство для умывания. Так вот, подходит он, естественно, для всех типов кожи. Разумеется, какой-то процент людей бывает нечувствителен к пептидам миорелаксантам, так же, как и нечувствительные пациенты есть к ботулинотоксину, но это встречается крайне редко. У большинства людей все-таки пептиды миорелаксанты вызывают значительно выраженное такое подмораживание, как они выражаются, привычной мимики при регулярном уходе и, соответственно, если мы аппаратными методиками будем его вводить. Вводим ультразвуком, можем использовать ионофорез, вводить электрическим током, соответственно, у нас в методических указаниях и на этикеточке обязательно будет написано, с какого полюса вводить, в
Кроме того, можем использовать электропорацию, можем использовать, допустим, в процедурах лазерной терапии этот гель. Ну, как правило, после обработки кожи низкоэнергетическим лазером его наносят. То есть, в принципе, очень большой диапазон аппаратных процедур. Дома можем использовать утром и вечером после очищения тонизации некислым тоником, втирая в области с мимическими морщинками. Можем использовать вместо геля вокруг глаз, например, его. Потому что он дает еще хорошее увлажнение, укрепление кожи, потому что эластин в составе, высокомолекулярная гиалуроновая кислота в составе. То есть такой достаточно универсальный препарат, который содержит пептид, миорелаксант, аргирелин.